вам, земляне, с вами Таурин, игра Clash of Kings и Королевство 2102. И для начала я хочу сказать вам огромное спасибо каждому из вас за вашу активность, за комментарии, лайки, подписки. Именно благодаря вам канал перешагнул отметку в 3000 подписчиков. И на канале сегодня праздник. Дорогие друзья, за последнюю неделю на канал подписалось более 100 новых пользователей. И эти аплодисменты, дорогие друзья, уважаемые зрители, звучат именно для вас. Спасибо вам, что вы есть, спасибо вам, что вы на этом канале, и спасибо, что вы поддерживаете меня своей активностью. Это очень мотивирует. На этой позитивной ноте разрешите озвучить вам меню сегодняшнего видосика. И блюд в нем всего два. На первое у нас будет еще один вариант экономии белого золота в расширении построек от подписчика ProfCopper. А на второе, самая горячая и насущная тема, которая волнует всех, где взять много эмблем героев без доната. Ну а теперь усаживаемся поудобнее, как всегда, берем чего-нибудь себе выпить и закусить. Ну, лучше, конечно же, чаек и пирожка. И мы начинаем. Поехали! Первая позиция в меню нашего видосика – это еще один способ сэкономить белое золото при расширении построек. Когда вышло видео по этой теме, кстати, кто еще из вас не смотрел, обязательно сделайте это. Сейчас наверху подсказка и ссылочка на это видео находится на ваших экранах, обратите туда внимание. Так вот, когда вышло это видео, вы оставили довольно большое количество различных позитивных комментариев для него. И среди них был комментарий вот этого пользователя, ProfCopper, дружище, тебе огромный мохнатый приветище от меня. И большая благодарность за эту супер идею, я сейчас ее обязательно ребятам расскажу. Так вот, он предложил считать не осечки, как мы все всегда с вами считали, и я предлагал в своем видео, а считать количество кликов. Давайте посмотрим, о чем я говорю. Мы двигаемся с вами для этого к моей медпалатке. Здесь мне, ребят, чуть-чуть попроще считать и дешевле, и показывать вам все. Итак, в своем прошлом видео «Как сэкономить» я рассказывал, что мы считаем с вами осечки, да, то есть чем меньше осечек, тем лучше. Я говорил общее количество осечки, это красные штуки, вот эти, которые у нас вылетают, да, когда отодвигают наш прогресс не вперед, а назад. Ну, это понятно. Вы их видели на экране. А Копер говорит: ребята, считать можно не осечки, считать можно общее нажатие, то есть продвижение от белого до золотого. И да, это крутая идея. Почему? Потому что, смотрим, каждый раз у нас есть возможность получить крит-удар, вот как мы сейчас получили, и продвинуться за одно нажатие, там, как мы могли бы продвинуться за 5. И это реально классно, потому что в итоге за минимальное количество нажатий, если их правильно высчитать, да, знаете, просто общий результат, что хорошо там на расширении, допустим, казарм прийти там на золоте 30 тысяч, 31 на первом нажатии золотого, это классно. И высчитать количество нажатий, которые надо просто вот в продвижении вот в этом, слушайте, ну это реально классно, вы придете к такому же результату. То есть просто это еще один вариант экономии. То есть если вдруг когда-нибудь что-нибудь изменится, ну, я думаю, что это простая математика. Вы считаете, да, сколько раз вы нажали, вот раз, два, три, 4, 5, 6 и так далее, да, и вы можете реально пройти там, не знаю, за 20 раз, там, за 25 приблизительно. Я не считал, честно, но если вы высчитаете это для себя, то это, да, может быть, это тоже классный вариант. Второй, можно считать осечки, а можно считать общее нажатие. Я думаю, вы поняли. То есть, чем меньше нажатий в продвижении от белого до золотого, то тем круче, да, и считаем мы уже не осечки, а считаем мы именно сами нажатия. Смысл в том, чтобы получить максимальное количество критов, да, чем больше будет у нас критов и нажатий, тем круче, чем меньше будет, собственно, самих нажатий. Поэтому, ребята, вот такой вот замечательный вариант. Копер, тебе еще раз спасибо и еще раз тебе привет. Ну а мы, ребята, двигаемся дальше. Главная тема нашего видео сегодня: где раздобыть эмблемы героев в большом количестве без доната. Дорогие друзья, все мы знаем, что нам сейчас как воздух нужны эти эмблемы. Они нам нужны для героев практически для всего. Чтобы открыть дополнительные слоты атрибутов у героев. Например, у Джоу Юни надо 100 эмблем, чтобы открыть четвертый атрибут. Они нам нужны для пробуждения наших героев, потому что мы можем конвертировать эти эмблемы в очки пробуждения. Если у нас в достаточном количестве есть эмблемы, мы легко за одно нажатие можем конвертировать и пробудить наших героев и сразу делать их, развивать дальше. Также они нам нужны для улучшения навыков наших героев. Все мы знаем, что
А для того, чтобы приподнять какой-то навык у нашего героя, мы должны вложить эмблемы. А их не хватает катастрофически, их просто нет, а их фактически можно взять только с доната. Даже у нас было в еженедельных наградах, вот здесь вот с ежедневных заданий, в последнем сундуке один раз в неделю мы получали одну эмблемку, и даже ее разработчики отсюда убрали. Нет, конечно, мы все понимаем, дорогие друзья, что разработчики нас таким образом пытаются мотивировать к тому, чтобы мы сами взяли и вкинули денежки, потому что эмблемы, конечно же, они нужны, а их нигде нету, и они не дешевые. Все мы прекрасно знаем, что за $1 мы можем купить одну эмблемку, да, а за $100 мы можем купить там 100 эмблемок. Но это же дорого, согласитесь на это. Поэтому есть хороший способ, как получать эти эмблемы бесплатно, но для этого нам понадобится ферма. В данном случае без них, к сожалению, никак. Именно так я и ребята из моего альянса, некоторые, даже многие, добывают эмблемы для прокачки своих героев, для их пробуждения. Ну что, давайте посмотрим, как все это делать. И для начала мы должны с вами перейти на первую из наших ферм и поставить себе вот такой подарок. Потом мы переходим на вторую, на третью, и везде мы делаем одно и то же. На всех фермах мы с них ставим подарочки возле себя и делаем это до тех пор, пока ваши фермы у вас не закончатся. У вас вот здесь вот циферка показана. Это я считаю, какую по счету ферму мы используем в нашем видео. И вы видите, что я уже начинаю собирать постепенно подарки. Для чего я это делаю? Ну, когда на карте уже есть 5 штук этих подарков, не имеет смысла как бы бегать туда-обратно по фермам. Я уже начинаю их сразу собирать возле себя и ставить новые. Это просто экономит вам время. В данный момент мы находимся с вами на 7-й ферме. Их количество я считаю только для того, чтобы показать вам соотношение количества ферм к подаркам, которые мы в итоге получим. И как вы уже могли догадаться, в этих подарках есть вероятность того, что мы получим столь нужные нам эмблемы героев. Ведь каждая ферма может в день поставить один подарок, а в каждом подарке есть 5 наград. То есть, ребят, если у вас 10 ферм, вы ставите 10 подарков, а это уже 50 наград, которые вы спокойно можете собрать. И поверьте, среди 50 этих наград у вас обязательно будут столь нужные вам эмблемы героев. Давайте сейчас посмотрим. Вот я буду постепенно открывать подарки, которые мы уже собрали. И вот первый раз мы открываем наши полученные подарочки, и сразу же нам падает эмблема героя. Как вы можете видеть, вот она, самая нужная, с легкостью упала нам с 5 подарков на одной из ферм. Дорогие друзья, я не буду в обратном порядке обходить все фермы и показывать с каждой из них награды. Сделаю это буквально с пару ферм, с 3-4, чтобы показать вам, что эмблемы падают и реально падают в хорошем количестве. Безусловно, на какой-то из ферм вам может вообще ничего не упасть. Ведь это всего лишь везение, может выпасть, а может нет. Но расстраиваться, дорогие друзья, не стоит. Ведь если вам не фартануло на одной ферме, как вы видите сейчас у меня, то вам обязательно повезет на другой. И вот сейчас, как вы сами видите, из подарков на этой ферме нам падает сразу же 3 эмблемы. То есть мы с вами открыли подарки на 4 фермах и получили уже 5 эмблем в сумме. Вообще стандартно с 10 ферм в день можно получить от 4 до 7 эмблем. То есть в неделю минимум вы получаете 28 эмблем. Но если повезет, то за 7 дней можно собрать 50 эмблем. То есть за месяц это 200 эмблем, согласитесь, ребята. Это совсем немало. Почти даже можно устроить свой бизнес. Ну, если учитывать, да, что эмблема у нас стоит денег. И там одна эмблема стоит $1, ну а 100 эмблем стоит $100. Если вы очень ушло, берите, собирайте эти эмблемы первыми и продавайте их друзьям в 3 раза дешевле. Не знаю, там 100 эмблем $20. Почему и нет? Чем не бизнес внутри игры? Ладно, с этим понятно. Фермы, то, что мы на фермах мы собираем эмблемы, это хорошо. А теперь что с ними делать дальше? Ну ладно, есть они на фермах. Ребята, а здесь все просто. Мы банально передаем их на основу вот этими конвертами. Мы заходим в магазин, ищем вот этот вот конверт подарочный. Да, он стоит золото, он стоит 3000 золотых монет. Но, ребята, для того, чтобы передавать, конечно, вам понадобится золото, да, на ваших фермах. Ну, конечно, конверт мы с вами покупаем, само собой. Сейчас мы его купим. И дальше все просто. Мы заходим, ищем замок, которому мы хотим передать, собственно, эту эмблему. В данном случае я хочу передать себе. Сейчас мы найдем Телуриана, вот он. Выбираем подарочный конверт. И сейчас находим эту эмблемку и будем передавать ее. Дорогие друзья, да, золото надо, время надо, но не так много, как кажется. Всего-то 10 ферм обойти один раз в день, это 10 минут и поставить подарки. Вот она эмблема, вот я ее себе отправляю, да, все. Сейчас на основе мне осталось ее только собрать. В принципе, все просто. Главное, первое, иметь какое-то количество ферм, штук 5-10.
Второе, надо иметь на фермах золото, да, то есть вы его все равно собираете, там, не знаю, минималку какую-то выполняете в день, что-то можно получить. И один раз в день обходите свои фермы, ставите 10 минут в день фермам уделить, мне кажется, нет никаких проблем. Ну и, конечно, чтобы показать вам, что я не блефую, да, мы сейчас зайдем в систему и посмотрим, что мне на основу, да, пришла этот подарок. Вот он, вот пришел от моей фермы, эмблема героя. Я его собираю, и я счастлив. Это одна эмблема за сегодня. Ну, как бы, остальные я переброшу потом, когда они не понадобятся, может быть, там, за какое-то время. Единственное, помните, конверты надо покупать заранее, потому что здесь есть на них ограничения по конвертам. 5 в день можно купить. То есть вы, когда у вас собралось нужное количество золота на конверт, вы раз купили и забыли. Купили и забыли. Пусть конверты лежат, там 15-20 конвертов у вас пускай будет на вашей ферме, в которой вы потом в один день, когда вам понадобится эта эмблема, возьмете и отправите. Правда, занимает времени очень мало. Фермы, да, нужны, время, да, надо, но не так много. В принципе, ну, ферма, я думаю, есть у многих. Вы их держите, у некоторых они валяются только для возвращения товарища. Используйте их для этого. Ну а на этом, дорогие друзья, я буду заканчивать. Надеюсь, видосик вам зашел и оказался полезным, и вы используете то, что ты рассказал в своих замках, в своей игре, и станете еще сильнее и мощнее, сделайте всем своим врагам ратаматафаку на части. Ну и не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, и обязательно оставить комментарий. Мне будет очень приятно его прочитать, и я обязательно на него отвечу. Ну а с вами, как всегда, был Теллуриан. Играйте в хорошие игры и получайте от них удовольствие. Мира и процветания вам и вашим альянсам. Всем пока-пока!